Это коротко легенда о пуле. Мое представление, потому что мы-то сирые иногда не представляем, из чего можно слепить доказательства. Все вы знаете о том, что когда наш украинский самолет приближался к нашим же вышкам, которые добывают газ в шельфе Черного моря, по нему выстрелили. Ну, во всяком случае, об этом сообщается и даже показывают пробоины. Я не понял, почему пробоина сверху стреляли, ведь не из космоса, но предположил, что может быть пробило насквозь. И поэтому дырочка получилась сверху. Но дело не в этом. Дело в том, что одна пуля была найдена. И эту пулю теперь отправят в Международный уголовный суд. Пулю. Межує і перебуває в компетенції Міжнародного кримінального суду. Ці докази збираються туди передадуть. Таким образом, Киев передаст в Международный суд пулю. Эту пулю повезут туда, наверное, в пуленепробиваемом контейнере, для того, чтобы она не убежала. Привезут в Международный суд как доказательство. Чем пуля от автомата, из которого стреляет человек в Турции, отличается от автомата, из которого стреляет человек в Венгрии, к примеру? Чем пуля, выпущенная из пулемета, который есть на вооружении российской армии, отличается от пулемета той же системы, которая есть на вооружении украинской армии или армии Мозамбик? Чем отличается эта пуля? Друге не зможуть задокументувати, і третє ніколи не притягнуть до відповідальності. А пуля знает точно, кого она не любит. Первый вариант, который мне приходит в голову, на самом деле у самой пули будут спрашивать, кого она не любит и кто ее хозяин. Ну потому что иначе это глупо. Ведь Петр Алексеевич Порошенко уже приезжал, и мы все это помним, во что это превратилось. Я привез с собой часть автобуса из Волновахи со следами от взрыва российской ракеты. Для меня это символ террористической атаки против моей страны, такой же, как Шарли Эбдо. Петр Алексеевич Порошенко приезжал второй раз тоже с безусловными доказательствами. И мы тоже помним, как это вообще разошлось потом посредством массовой информации. У меня с собой паспорта российских солдат и офицеров. Это лучшее доказательство. Я думаю, единственным вариантом, когда вот эта пуля, доставленная в Международный суд, будет являться действительно доказательством, это когда на ней обнаружат монограмму В, догадались? П. У вас все оружие с монограммами? Даже пуля, которую я влеплю в этого негодяя. Пуля!